Because it's something that you don't know, and it's something you don't understand. It's something you experience instead. То есть это три принципа, это не что-то, что вы знаете, это не что-то, что вы понимаете, это что-то, что вы проживаете. But before we go along that route, I'll give some definitions, and then we can go there with that. Но прежде чем мы двинемся в этом опасном направлении, я все-таки дам вам какие-то более-менее конкретные определения. Okay, so as an explanation, a definition could be that the three principles are foundational forces behind how we operate as human beings. То есть определение может быть, что три принципа — это такая фундаментальная сила, которая стоит за тем, как мы, как человеческие существа, функционируем. These are fundamental truths behind how we create our experience in life. Это такая фундаментальная, основополагающая истина, которая стоит за том, как мы переживаем что-то в нашей жизни. So the first question people ask is always, what are the three principles? So I'll endeavour to give that a go first. И обычно что люди спрашивают, когда они узнают о трех принципах, а что это такое три принципа, какие три принципа? И я вот с этого начну. But before I do that, I'll just like to talk about what a principle means, what it actually is. Но прежде чем я расскажу про три принципа, я скажу о том, что такое принцип сам по себе. So the dictionary definition of a principle is a natural foundational force behind life. То есть есть такое определение того, что такое принцип. Если вы в словаре посмотрите, то это такая естественная сила, основополагающая сила, которая стоит за чем-то в жизни. A natural law that comes before and first. То есть это такой основополагающий закон, естественный закон, главнее которого или более глубже которого нету ничего. So a principle isn't based on the work of someone, a theory of something. То есть принцип — это не что-то, что является чьим-то открытием, или чьей-то теорией, или чем-то исследованием. But it's kind of like a natural phenomenon of life, like gravity. Это такой естественный феномен, что ли, в жизни, который существует. So it exists, if we know about it, if we don't know about it, it's still there. То есть принцип — это что-то, что существует, знаем мы об этом или не знаем. So to make it more real for people, a principle in the physical world is gravity. То есть, если мы говорим о принципах, которые есть в материальном мире, то есть такой принцип, как гравитация. Some participants mentioned in the question. Oh, great. Yeah. And gravity has been working way before Newton discovered it or uncovered it. И гравитация, она, сила притяжения, она была на этой Земле до того, как Ньютон ее открыл. And gravity isn't a theory or a belief or a concept, it's just the way the physical reality works. Гравитация — это не наше верование, не какая-то концепция, а это то, как на самом деле все работает на Земле. Now, if you take this to a if we take this to the psychological field, Если мы перенесем как бы вот это понимание на область психологии, Sydney Banks uncovered, as a metaphor, gravity, but within the psychology. то, что Сидней Банкс открыл, это, можно сказать, он открыл что-то подобное гравитации, но то, что существует в нашем психологическом мире. And the three principles are mind, consciousness, and thought. И три принципа, как их называют, мысль, сознание и разум. And as a way of a brief explanation, thought is what we use to create our experience.
И мы кратко опишем, что каждый из них, про что каждый из них. Мысль — это то, что мы используем, чтобы... Photos, what we use for... To create our experience. Мысль — это то, что мы используем, чтобы создавать наш опыт. Consciousness makes us aware that we're having an experience. Сознание позволяет нам осознавать, что у нас есть этот опыт. And mind is the power source to create the experience. А разум — это та сила, которая позволяет нам вообще, в принципе, иметь этот опыт. And these are fundamentally true for every single human being on Earth. И эти принципы одинаково верно работают для любого человеческого существа на Земле. Because everybody thinks, Потому что любой человек думает, everybody is aware of something, и любой человек осознает свой опыт, and everybody is alive. There's an energy powering people to make them alive. и любой человек жив. То есть есть вот эта сила жизни, которая действует через каждого из нас. And so these are three foundational forces behind the human experience that is universal and is true for absolutely everybody. И вот эти три основополагающие силы, которые действуют в жизни каждого. And so now I've said that, that won't help anybody. Но то, что я сказала, не поможет никому из нас. Because Doesn't explain anything. Это ничего не объясняет. it's just a definition. Потому что это всего лишь определение. Now, before we get into it, I'd just like to say why the three principles are useful in some statistics. И прежде чем мы перейдем к чему-то еще, я хотела бы рассказать, как три принципа применяются в разных областях. So, the three principles have been used by hundreds of thousands of people around the world. Три принципа использовались сотнями тысяч людей вокруг мира, по всему миру. And the statistics on this, I'll just kind of name them out. And so it has led to a 500% increase in parental school involvement in education. То есть, например, при применении в школах в области образования обучение трем принципам приводит к увеличению вовлеченности студентов в процесс обучения в 5 раз. 75% reduction in discipline and suspensions. И в тех же школах на 75% уменьшается количество всяких дисциплинарных нарушений. 74% reduction in assaults and crimes. And this one before was in schools or in general? Yeah, so that was in education. This is in В communities. образовании 75% уменьшения всяких дисциплинарных нарушений, на 74% уменьшение количества преступлений в тех регионах, где три принципа изучались. 60% increase in employment. 60% увеличивается количество людей, которые остаются на своих местах рабочих. And one community had the 4th highest homicide rate in America. И вот в одном сообществе в Америке, где было 4-е место по всей стране в количестве преступлений, в количестве убийств. По количеству убийств. And since the principles were taken into the community, и после того, как три принципа были принесены вот в это сообщество, there hasn't been a homicide now there in the last 15 years. И у них не было ни одного убийства на протяжении последних 15 лет с того момента, как жители этого района познакомились с тремя принципами. So this understanding has been used in jails, criminal justice. Это понимание использовалось в тюрьмах, в системе предотвращения преступлений. Business,
sporting performance, addictions, в бизнесе, which performance? Sporting performance. В спортивных достижениях, education, в бизнесе, в образовании, education and war veteran rehabilitation. В системе реабилитации после военных травм. And is shown to significantly increase people's levels of well-being, resilience and peace of mind. И в области психологии значительное улучшение в области, как люди себя чувствуют, насколько благополучно они себя чувствуют, насколько у них покой в уме. So although we're going to be talking about something that could be perceived as spiritual, То есть, да, несмотря на то, что то, о чем мы будем говорить, может восприниматься как очень такое духовное, так сказать, знание, it has very real practical applications on the real world. то есть в реальном мире, несмотря на это имеет очень даже конкретное применение и результаты.